программа «Максимус», она создана для того, чтобы помочь врачу не допустить ошибок. Для нас это самое важное. Но чтобы не сложилось, может быть, какого-то ложного впечатления, на пьедестале, на самой верхней ступеньке стоит врач. И врач окончательно принимает решение. Есть, допустим, лекарственные препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП, жизненно необходимых, которые ежегодно утверждаются в территориальные программы госгарантий в регионах. И мы, работая в рамках ОМС, имеем право лечить пациентов только этими препаратами. Но при этом мы имеем право назначать другие лекарственные препараты, если у пациента есть лекарственная непереносимость, либо по жизненным показаниям. Мы имеем право выйти за рамки стандарта, только врач собственноручно это сделать не может. Он должен это сделать через врачебную комиссию. Если врачебная комиссия утверждает какой-то лекарственный препарат, который не входит в перечень ЖНВЛП, либо какое-то диагностическое исследование, которое не прописано в стандарт, тогда вопросов никаких не будет. И все вопросы, которые спорные у нас возникали со страховыми медицинскими компаниями, когда, допустим, эксперты считали, что вот так нужно лечить пациента, а мы лечили, может быть, не в рамках стандартов, либо не в рамках понимания экспертов. Потому что, к сожалению, есть некоторые заболевания, где стандартов нет, тогда могут креативить кто как хочет. И, соответственно, когда есть протокол врачебной комиссии, и именно сообщество врачей какое-то определенное приняло решение, тогда вопросов ни к диагностике, ни к качеству лечения нет. Все тяжелые случаи, которые у пациентов возникают, сложность лечения, либо там какие-то конфликтные ситуации, жалобы пациента, все это разбирается на врачебной комиссии. Но это и в соответствии с законодательством Российской Федерации, у нас в компании принято. У нас очень хорошо развито проведение врачебных комиссий, как в регионах, так и в центральном офисе, когда, допустим, у одного нефрологического пациента имеется ряд осложнений и кардиологических, и эндокринологических, и другого характера. И вот здесь вот уже мы подключаем мультидисциплинарную врачебную комиссию центрального офиса, в которую у нас входят профессура, врачи, узкие специалисты, ведущие врачи, специалисты, которые работают в Москве, в Санкт-Петербурге, которые включены в эту комиссию, они не могут ездить по регионам, и, конечно, мы для этого используем телемедицинский наш модуль, телемедицину. И мультидисциплинарные врачебные комиссии, они проводятся по телемедицине, когда в разных регионах профессура, участвующая в этой врачебной комиссии, обсуждает пациента коллегиально и принимает какое-то определенное решение. Врач, который участвует в врачебной комиссии, у него есть доступ к электронной медицинской карте, и пока либо идет доклад, либо там осматривает пациента, либо кто-то говорит, он в любой момент может вытащить из электронной медицинской карты любую информацию, которая необходима ему для принятия решения, либо, допустим, предложения по диагностике, по лечению и так далее. Каждый член врачебной комиссии может посмотреть в электронной карте из архивных данных какие-то параметры, там, исследования, либо какого-то анализа месяц, 2-3 назад, или год, 2-3 назад. Либо там, допустим, кому-то из специалистов необходимо визуализировать там, данные ЭКГ кардиологу, да, либо снимки ультразвуковых исследований, когда говорят, и, допустим, там, доктор хочет посмотреть, как выглядела почка 2 года назад. Да, то есть он может посмотреть в электронной истории болезни, как эта почка выглядела, для того, чтобы, может быть, принять какое-то определенное решение. Центральная врачебная комиссия, которая помогает принять правильное решение в диагностике, в лечении пациентов, параллельно является обучающим модулем для наших врачей. Это своего рода тренинг и занятия. То есть все специалисты, которые участвуют, врачи на местах, их уровень знаний сильно повышается. И профессура, которая участвует в этих врачебных комиссиях и работает в нашей компании, они сказали, что вот уже на протяжении нескольких лет уровень врачей в наших регионах значительно повысился. Мы проводим периодические тестирования наших врачей, и мы тоже видим, что уровень квалификации и знаний врачей повышается. Потому что только так, когда на практике конкретно клинические примеры мы разбираем, это позволяет в значительной степени повысить профессионализм и квалификационные навыки наших врачей.